Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Торгую индекс NASDAQ. NASDAQ упал на поддержку и тестирует мой Take Profit. Давайте заберем прибыль с позиции на пробой, которую мы открывали с трейдерами в чате. Да, пришлось подождать, нестандартный вариант на пробой, но рынок бывает разный. Поэтому здесь я снимаю 50 с копейками пунктов. И у меня остается вот эта позиция от наращивания. Да, я добавил. Можно было добавить еще вот здесь, да, на коррекции. И теперь мы ждем, будет ли рынок дальше падать. Среди внутридневных трейдеров это один из самых популярных, самых сильных, эффективных способов за короткое время делать деньги. Да, большие, как правило, деньги, потому что мы получаем выгоду из ситуации, когда рынок находится в стадии психоза. То есть, когда он в бешенстве, все летает. Вот наша это среда для торговли. Поэтому сейчас мы с вами разберем. Давайте, наверное, вот этот пример, потому что я такие сигналы торгую очень много, но сегодня не было в планах торговать золото на пробой, но мы видим, что рынок ускорился, и эту ситуацию я торгую регулярно, но в основном на горячих рынках. Кто у нас новенький, в системе Cluster Trader предусмотрена определенная логика принятия решений, и она состоит из модели SS, это сила сигнала. Сила сигнала. То есть мы каждую единицу информации на графике видим, и она называется SS1, то есть сила сигнала номер 1. От левого к правому краю. Давайте разберем. Итак, сила сигнала номер 1, конкретно на пробой, как мы торгуем, да, это, естественно, пробой уровня, самый консервативный способ. Пробой уровня, сила сигнала номер 1. Пробой какого уровня? Который мне автоматически строится на графике. В данном случае это 30-минутный уровень поддержки, зеленый прямоугольник. Мы его пробили. SS1. SS2. Сила сигнала номер 2. Тренд-фильтр какой? Смотрим вниз вместе со мной. Тренд-фильтр какой? Тренд-фильтр красный. И я настолько запрограммировал самого себя на торговлю в рамках силы сигнала, что у меня автоматически вот этот процесс происходит. Мне не надо думать, какое мое следующее действие. То есть это настолько отрепетированный сценарий. И те трейдеры, которые у нас ходят 2, 3, 4 год, 2, 3, 4, да, 2, 3, 4 месяца, 2, 3, 4 года есть, которые ходят с самого начала, да, как только эта система появилась. Конечно, она уже совершенно другая, чем была там 3 года назад. Многое что поменялось, изнутри в первую очередь, да, и качество другое. Ну, вот, лучше намного. И у них такая же история, то есть у них это автоматический сценарий, это как программа, да? Потому что есть программа, когда трейдер теряет деньги, а есть программа, когда трейдер зарабатывает деньги. И через ясность, прозрачность вы приходите к прибыльной торговле, потому что вы видите информацию на графике. Это программа, которая позволяет вам зарабатывать деньги. Угу. Не кластер трейдер программа, а то, что вы видите на графике, да, та последовательность, которая обеспечивает вам ясное решение у правого края графика. Вот про что я имею в виду. Но, конечно, в кластер трейдер это все выстроено в цепочку. Итак, сила сигнала номер 1, пробой уровня, сила сигнала номер 2, тренд-фильтр красный, да или нет, да. И все, кто смотрит это видео, скажут громкое да. Затем следующее условие, мы ждем TC Buy. TC Buy. TC Buy. Это мой самый, наверное, топовый сигнал для таких кондиций. TC Buy. Вижу ли я стрелочный сигнал на покупку после того, как был пробит уровень и на красном тренд-фильтре? Все громко скажут: Аркадий. Ну, естественно, да. Ставлю сюда вертикальную линию. Тренд-фильтр красный, пробили уровень, следом TC Buy. Сколько свечей прошло? Раз, два, три, 4. Это имеет значение. 4 свечи прошло. И затем мы ждем. Четвертое условие, это финальное условие, это уже вход на продажу. SS4, пробой. Пробой минимума TC Buy. То есть мы берем минимум стрелочного сигнала, сделаю поближе, чтобы вам было видно.
минимум стрелочного сигнала. Как правило, смотрим по левую сторону на 2 свечи назад, и там тоже может быть минимум, его отмечаем. И вот она точка входа на sell, как только цена пересекла телом и закрылась ниже минимума TC BY минус 2 свечи, если там есть минимум, мы его отмечаем. Это sell для того, чтобы поймать моментум, то есть ранняя стадия потенциального медвежьего рынка. Переходим к индексу NASDAQ, он потихоньку ползет вниз. Мы можем потихоньку двигать наш стоп, видим точки черные вот эти, соответственно, можем наш стоп потихоньку двигать за ними, за черными точками. Посмотрим на часовой график. У нас есть уровень поддержки, вот этот вот структура, мы ее отмечали на онлайн-торговле. Я предполагаю, что если рынок будет падать, да, мы же туда подходим потихоньку, то я предполагаю, что мы недалеко от поддержки по индексу NASDAQ. Нужно быть аккуратнее, несмотря на тренд. Также мы видим симметрию. Это все может помочь в определении наилучшего места для выхода из позиции. Я подозреваю, что это вот эта зона. Да, мы находимся, скажем, у ее верхней границы выхода из сделки. Да, можем залокироваться уже сейчас плюс 15 пунктов, либо зафиксировать прибыль плюс 40. Да. А вот этот сигнал, который сегодня я торговал, это сигнал другого типа. Он тоже подразумевает тренд и участие в большом движении, но состоит из других условий. Давайте запишем. Сила сигнала номер 1, первое условие, это пробой уровня поддержки. Пробой, секунду, пробой уровня поддержки. Спот. Правильно написал? Да. Пробой уровня поддержки. Вот здесь, да или нет? Да. В момент пробоя должны быть следующие условия. SS2. Понятно, тренд-фильтр красный, мы его не учитываем, потому что он всегда будет красный при таком пробое. SS2 это у нас цена ниже Globex. Что такое Globex? Это ключевой уровень дня. Цена ниже Globex. Уровень Globex обозначается вот так GL. То есть Globex Low. Это минимум дня. Пробой ниже минимума дня абсолютно. Это образует кластер 2. Поэтому система называется кластер трейдер, когда мы в единицу времени объединяем несколько условий. Кластер 2 sell. Мы можем добавить сюда еще третье условие, но это не обязательно. Например, SS3 цена ниже Low. Давайте запишем цена ниже Low минимума. Ниже low PD предыдущего дня. Это дополнительное, но не обязательное условие. Кластер 2 sell, и отсюда приходят сумасшедшие тренды. И затем я нарастил объем здесь. Да, я получил дополнительную информацию о том, что есть вероятность, что рынок может ускориться и прийти к S1, да, ближе к этой зоне. Да, потом мы видим, была коррекция, возможность добавить куда? К предыдущему уровню поддержки. Как раз где я наращивал, можно было еще нарастить третью позицию, но это не обязательно. Да, это можно, но не обязательно. Можно, но не обязательно. Ждем. Посмотрим быстро золото. То есть это комбинации лучшие, которые я знаю, или, скажем, одни из лучших на пробой.